Мина многоцелевая МС-4. Данная мина может использоваться и как мина-ловушка, и как объектная мина. Рассмотрим подробнее. Внешне ничем в принципе на мину-то не похоже. Просто металлический контейнер, без каких-либо датчиков цели. Все интересное внутри. Откидывается крышка, и мы получаем доступ к внутренностям мины. Для наглядности. И что мы видим? Данная мина может работать в одном из трех режимов. Первый режим – это средний контакт. Это работает как объектная мина. Когда механизм дальнего взведения заканчивает свою работу, по окончанию перерезания металла элемента, мина приводится в действие. То есть, по сути, это просто замедлитель. Неинтересно. Нижний контакт отвечает за работу вибрационного датчика, который находится вот здесь. Тут находится 3 вибратора. Средний подключен к контакту. 2 крайних и корпус к другому. При тряске мины, при проезде техники, или прочим вибрационным воздействием происходит замыкание цепи, передается импульс на конденсатор, конденсаторы разряжаются в капсуль-детонатор, который в электровоспламенитель передает импульс в капсуль-детонатор, который находится в заряде взрывчатого вещества. Заряд взрывчатого вещества может быть как шашки тротила, вот такой вот формы. Также в этих минах встречаются пластиковые поддоны, в которых можно либо залить тротил, либо лучше использовать пластичное взрывчатое вещество. То есть в него вставляется КДшка, все залепляется пластидом и все снаряжается. Так, это вот режим работы нижнего контакта вибрационный. Верхний режим шариковый замыкатель, который находится вот здесь. В данном режиме, когда закончил работу механизм дальнего взведения, мина переводится в боевое положение и ждет сигнала на наклон мины. То есть наклон более 20 градусов в любую из сторон производит замыкание. То есть шарик он лежит вот в этой выпуклости, он может и так лежать, но должен быть обязательно опираться на широкую грань мины. То есть мина, установленная на именно наклонный тип датчика цели, может быть установлена только широкой полостью и должна стоять относительно ровно. То есть вот так вот ее ставить нельзя. При такой установке произойдет подрыв, когда механизм дальнего взведения переведет в мину боевое положение. Вот это гнездо, это просто гнездо для нахождения капсулы-детонатора в, так сказать, походном варианте. Потом он переставляется к электровоспламенителю. Итак, шариковый замыкатель может использоваться только в горизонтальном положении, сказали. Вибрационный, не принципиальный, его даже вот так можно использовать. В принципе, плюс-минус они будут работать одинаково, потому что вибрационные датчики при наклоне тоже срабатывают, но не при плавном, а более резком. То есть мину шевельнули, произошло, например, торможение машины, произойдет подрыв, то есть вибрационные датчики замкнутся. Вот. Такая интересная работа является минусом данной мины, потому что она может работать только в одном из трех. Работал бы сразу в нескольких вариантах, то есть и наклонные, и вибрационные бы, тоже было интересно. Но в принципе мина широко не применяется. Минусов этому всего несколько. Самый основной минус – это элемент питания. Элемент питания здесь достаточно редкий. Найти его проблематично. На складах они лежат уже явно с истекшими сроками годности. Да, найти его можно. Номинальное напряжение данной батареи 63 вольта. То есть, достаточно такая объемная батарея. Вот.
Тут у нас находится заряд взрывчатого вещества с капсулем-детонатором. И вот это переходник. И самое главное, что не все знают, в каком режиме эту мину использовать и как с ней работать. Потому что все-таки мины требуют определенных навыков от сапера. То есть проверка элемента питания, установка капсуля детонатора в заряд. То есть проверка механизма дальнего возведения, правильная установка режима работы. То есть так вот это объектный режим временной. Вот, то есть нижний это вибрационные датчики. Средний это объектные, когда механизм дальнего возведения срабатывает, мина сразу инициируется. И верхний это шариковый замыкатель. У них есть метки. Вот внизу волна, это обозначает вибрационный замыкатель. Наверху красная точка, шариковый. В принципе, понятно. К механизму дальнего возведения. В комплекте стоит один механизм, один металлоэлемент, но в комплекте идут еще 3, они уложены в бумажечку и вот сюда вставлены между исполнительным этим блоком переключения и механизмом, то есть при получении складов от мины внутри них уже вложены. То есть необходимо соответствие с таблицей, мы выбираем металлоэлемент. Про этот узел немножко поговорим. Его можно вот так вот разблокировать и вытащить. Туго достаточно идет. Все. Вот металлоэлемент, который можно заменить. Проверили его наличие, чтобы мина сразу не взвелась, потому что это очень опасно без механизма дальнего возведения устанавливать данный тип мины. Так, сейчас надеваем опять колпачок. Все. И видите, у нас тут никакого ударника нет. Просто он сделан для того, чтобы замкнуть контакты в глубине. Там находятся они. Вот. Механизм дальнего возведения срабатывает. То есть, в принципе, это можно рассматривать как взрыватель. Потому что при установке мины в среднее положение как объектное, когда механизм дальнего возведения оканчивает работу, он инициирует мину и, соответственно, сразу происходит подрыв. Приблизительный вес такого формата заряда это 120 граммов. Что обеспечивает инициацию другого заряда взрывчатого вещества через стенку до 20 миллиметров, то есть 2 сантиметра, то есть по паспорту у нас данная мина штатно снаряженная 2 сантиметра деревянного листа пробивает. То есть данная мина может уложена быть, например, в машинах, при перевозке боеприпасов. Диверсионная вещь. Устанавливаться с противопехотными минами, да, она может. Для этого у нее в корпусе предусмотрены такие типа пазы, за которые можно привязывать ее к каким-то либо объектам. Противотанковые мины их приклеивали на клей БФ или просто на обычный двухсторонний скотч, крепкий достаточно, приклеивали, но используют их достаточно редко, потому что проблемы с элементом питания. А так мина достаточно интересная, такая инженерная мысль в деле. То есть зарубежных аналогов подобного формата я не встречал и мне неизвестно. Но практическая работа данной мины сомнительная, потому что есть много более простых вещей, которые можно использовать на неизвлечение и которые намного проще в подготовке и вообще установки данной мины, потому что чтобы ставить данные мины, нужно обладать определенного рода квалификацией.